Дорогой друг, ты на канале Cosmic Gamer, меня зовут Евгений, сегодня мы будем играть в игру Manor. Вышло новое обновление, и мы будем пробовать экономическое развитие. Я не хочу заниматься войной, мне интересна экономика. Попробуем посмотреть, что из этого выйдет. Что у нас тут есть? У нас тут есть путь к процветанию, такая стратегия. Тема у нас конечная цель развития. Соперники, не соперники. Все сбалансировано. Начальные припасы будут у нас отсутствующие. И на этом мы пойдем. Я не буду выбирать карту. Мне нравится вот обычная стандартная карта. Посмотрим, чего можно добиться в экономике. Насколько сильно можно развить город. А может быть и не один. Как здесь устроена торговля. Это очень интересный аспект. Ну и, естественно, элемент выживания. У нас тут новое сообщение пришло. Там, где остальные видят трудности, вы видите потенциал. Под вашим чутким руководством этот край расцветет. Чтобы выиграть, достигните уровня поселения большой город. Поехали. Чтобы следующий уровень развития получить, нам нужно построить 5 жилищ. Или разместить 5 семей именно в жилищах. Что у нас есть? У нас есть вот 2 бревна, мул, 5 бездомных семей, которые живут в палатках. И какие-то припасы. А, это не припасы, это снег. Да, но где-то же должны быть припасы. Есть. Я смотрю, у меня имеются 10 инструментов. Они же где-то есть. Ага, вот они лежат. Вот они, вот они. Где-то вот на этом месте. Ладно, что мы делаем? У нас есть грибы, соль. Да, у нас имеется глина, камень, богатая залежь и дикие животные. Ну что, раз у нас есть дикие животные и грибы, значит мы где-то здесь будем размещаться. Я думаю, вот в принципе неплохое место вот это вот для размещения. Дорога. Ну, дорога, естественно, в первую очередь дорога. Дорога куда-нибудь вот сюда. Через диких животных. И вот так вот бросим. Слабо. Дороги у нас бесплатные. Пока что. Ну и будем строиться. Что нам нужно? Нам надо лесопилку поставить. Для начала. Я думаю, где-нибудь вот тут. Вот, поехали. Побежали строить лесопилку. И наши 2 бревна как раз на нее ушли. Ну и как только лесопилка построится, мы сможем сразу делать бревна и строить дома жилые. И посмотрим, где у нас здесь имеется грунтовая вода. Прекрасно. Можно прям вот тут колодец ставить. Или даже вот так вот по центру. Еще строится. У нас лесопилка еще не построила, зато же семья голодает.
Ну, все в лесопилку упирается в данный момент. Отправим людей в лесопилку работать. Кстати, что я заметил? Инструменты. Угу. И получается, если не будет инструментов, лесопилка работать будет или плохо, или вообще не будет. Окей. Окей. Что у нас тут? Вот тут будет. По центру, я думаю, будет колодец. Где-то вот здесь вот. Бревна одного не хватает на колодец. Ну, собирайте бревно. Да, все будет вокруг колодца. Я совсем забыл. У нас же есть почти бесплатно, или даже совсем бесплатно. Это лагерь охотников. Мы за него вообще ничего не платим. Поставим его сразу возле охотников. Пусть занимаются люди охотой. Колодец вот поставили. Вот, здесь мы домики будем ставить. Надо этих всех жителей разместить, пожить где-нибудь. Три домика, 6 бревен, еще 2 бревна. Население уже недовольно. Только приехали, только в лес и уже недовольны. Да как это? Вечно кто-то недоволен. Ну, всем не угодишь. — 22 бревна я, наверное, буду очень долго ждать. Так, а 14 бревен? Кто-то уже скопытился. Ну давайте, 14 бревен собирайте. Ага, так и не могу. Я либо строю, либо что-то делаю. Давай соберем животных. Минус семья. Но хотя бы одна-то у меня остается. У меня 2 семьи осталось. И еще 3 бездомные. Так. 3 семьи, короче, у меня, да? Или как это? Да, у меня всего 4 семьи. Одна убежала. Давай мы вот здесь вот расширим. И здесь расширим. Как раз их всех поселим в эти 3 хозяйства. Надо рынок поставить. Чтобы эти люди могли еду получать с рынка. Да, вот здесь возле колодца. Слепим дорогу. И поставим рынок. Ну, мясо мы собираем, конечно. Собирать его перестанем, как только шкуры забьют склад. Нам придется строить склад.
Склад, склад, склад. Что нам надо для склада? 2 бревна. Ну, тоже хорошо, тоже как бы нормально. Вот сюда их поскладируем. И тут тоже расширим. Ну все, вот у нас 3 хозяйства, 4 семьи. В каждом хозяйстве по 2 семьи может жить. То есть у нас потенциал на 6 семей. Одна работает в лесорубах. Одна занята охотой. Третью мы отправим вот сюда вот на склад. Нам бы, конечно, еще пищевой сделать. Но чтобы пищевой сделать, я так понимаю, нам надо... Да, нам надо камень. А камень надо еще добыть. Доски нужны на каменоломне. Просто камень собрать. Да, вот тут поставим, соберем просто камень. Текс. Человечка на склад. Как раз инструменты заберет, которые тут валяются. Это стоило надо перенести куда-нибудь поближе к работникам. К лесорубам, например. Так, а лесорубам надо сказать, чтобы они весь лес не рубили. Иначе у нас животные уйдут. Куда уйдут в неизвестном направлении. Поэтому мы поставим лес рубить. Как-то вот так вот, чуть-чуть поодаль от животных. Где угодно, только не там, где они живут. Ну, давай вот здесь будет рубиться лес. Со временем они этот лес вырубят. Так, с ресурса собираем. Тут мясо собирается. Главное, что они шкуры сбрасывают и могут собирать еще мясо. Потому что если склад забьется одним из продуктов, второй собираться просто не будет. О, у нас поселение достигло уровня. Что у нас тут есть? Ничего толком. Потом посмотрю. Вот 5 из 10 домов у меня есть. На 2-й уровень. Пусть получается что? 3 дома. Заселенные. Но не полностью. Вот сюда еще место есть. Что у нас тут? Есть семья свободная? Давайте, ковыряйтесь. Собирайте. Не мне нужна лесопилка. Лесопилка, вернее, яма для распила досок. Вот. Мы ее здесь вот такую поставим. Копаются. Красиво. О. И здесь мы будем... Что мы будем? Будем бревен оставлять, наверное, 10-2. Остальное все на распил кидать. Пусть себе пилят. После того, как появится у нас... Что у нас тут есть? Ага, вот мы уже амбар можем прицепить. Давай его здесь вот и поставим на мясо. Туда амбар. Что у нас? Запас имеется? Не имеется. Ну, давай вот этих вот ребят освободим от работы. Пусть амбар построят. Да, раз у нас животные есть, надо вот тут вот такую штуку взять. Гончие. Гончие, гончие. Более плодоносные источники собираемой еды. Повышение экспортной цены на мелких сделках. Гончая. А что гончая делает хорошего? Она еду приносит нам? Или это так?
Позволяет заказывать гончую для лагеря охотников. Гончая приносит дополнительно 1 меру мелкой дичи и 1 меру мехов при каждой успешной охоте. Ну, отлично. Тогда берем гончую. Ну, теперь у нас будет чуть больше мяса. Но гончую еще нужно заказать. Для этого надо 14 денег. Денег у нас нет. Ладно, собираем вот склад. Семья пришла еще одна, отлично. Амбар соберем. Амбар мы соберем. И нам надо еще к зиме подготовиться. Нам нужно дрова где-то взять. Вот тут, например. Склады у нас заработали. Теперь мясо будет на складах. А значит, будет более эффективно размещено по домам жилым. Пока еще никак не располагается ничего. Не размещается, но будет. Обязательно будет. Да, вот оно накапливается. Дровосеки у нас имеются теперь. По дровосекам тоже надо поставить место, где они будут рубить. Что тут рубят? Так что у нас наполнится бочка. А бочка у нас наполнится едой на месяц и дровами. Ну да, говорит, топливо заканчивается. Конечно, заканчивается. Куда же оно денется? Я же его еще не собираю даже. У нас июль месяц. Хорошо было бы там топливный склад поставить и распределить эти склады, но пока у нас семей не хватает. Сейчас чуть-чуть подсобираю дрова. Надо, чтобы мы... Ну давай еще хотя бы одно бревно найдите. Нам еще нужны семьи. Еще 4 хозяйства поставим. Надо очень аккуратно, потому что еда может закончиться. Если один охотник вытягивает, ну, вот надо еще будет собрать грибы, а мы их вообще не собираем никак. К ним еще добраться нужно. Что у нас тут под грибам имеется? Такой вот домик. Я думаю, как-то дорогой их обозначить, где они находятся. Вот. Ну, будем собирать потихонечку грибы. У нас, правда, некому их собирать, вообще некому. Совершенно некому. Все заняты. Ну, тут никто ничего не делает. Пусть строят грибную. Топлива на 2 месяца. Топлива вообще нет. У нас его кто-то собирает.
Ну, поленья там уже имеют. То есть, в принципе, его собирают. Но, скорее всего, тратят. Да, тратят топливо. Ну вот, есть еда в домах. Мясо. Топливо имеется. Уже дошло. Доски даже немножко есть. Был избыток. Что у нас здесь имеется? Меха. Что, построили? Не построили, не дошли. Просто не добрались. Глину будем собирать, выберем. Что у нас здесь? Соль. Соль выберем. Если усилить, толку не будет, все равно они всех животных не выбьют. В смысле, если будет больше охотников, эффективности лучше, мне кажется, не будет на таком количестве животных. Да, вот топливо уже на 8 месяцев, еды на 1. Угу. Больше не увеличиваем количество семей. Нам надо что-то продать. Что-нибудь продать. Факторию поставим. Недалеко от складов. Там речка, я через речку так не могу дорогу сделать. Надо что-то продать, нанять гончую. Увеличить количество выработки мяса. Угу. Сюда можно отправить кого-нибудь собирать грибы. Правда, октябрь месяц. Ну, главное, что у нас там? А ничего. Можно не отправлять. Давай соберем глину. Мы вот сюда какой-нибудь складик поставим для глины. Для глины, для соли. Соберем это дело все. Потихонечку, помаленечку. Фактория еще строится. Если там для глины, для соли, то здесь мы уберем. Уберем соль, это соль, нет, это мука. Ай, это ж не тот склад. Убираем отсюда глину и соль.
Сюда они просто не доходят. Ну вот дошли люди, дошли наконец-то. А ходят они, да, по дороге, которую я проложил. То есть напрямки они ходить будут только если я вот так сделаю. По-другому они будут обходить аж вот сюда. Угу. Фактория готова. Давай что-нибудь продадим. Что мы можем продать? Что у нас в избытке? У нас есть продукция. Продукция. Ну, меха есть, конечно. Можно меха продать. Дрова. Еда. Давай щебень продадим. Ставим здесь, например, десяточек или двадцаточек щебня, а остальное просто на продажу. Вот так. Так. И пока там щебень торгуется, мы поставим каменоломню. Карьер. Вот, каменоломня. Что надо? Товаров недостаточно. Доски нужны. Ну, доски нужны. Доски надо поставить кого-нибудь на доски. Бревна заканчиваются. Сколько у нас всего бревен? 30. То есть у меня есть бревна. Давай тогда мы... Что мы можем сделать? Ага, тут один мул. Да. Просто подождать придется. Мул занят на строительстве. Так, соляной карьер. Ага. Давай мы вот сюда соль будем скидывать. Ее вообще на рынок не надо тащить. И выберем, наверное, соль. Начнем с того, что просто освободим ресурсы, позабираем их. Две монетки у нас уже есть, мы продали щебня немного. Можно добрать щебень. Тогда с соли надо одну семью снять. У нас что будет? Глина. Тоже не на рынок глину. Ну, в общем-то, вот у нас зима. Вот сюда нужна гончая. Мне надо 14 монет, есть 12. Камня у нас много, камень можно продавать. А вот с едой у нас туго, очень туго. Только на месяц вперед. Ну, в общем, сейчас еще камень продадим, купим гончую и посмотрим, будет ли прирост по еде. Пока что мы оперируем только мелкой дичью.
Что у нас происходит? У нас декабрь месяц. Ну, давай, продай что-нибудь. Камень тащит на склад. Во, покупаем гончую. Будет у нас теперь собака. Где-то собака. Ой, ну она тут бегает, да. Бегает, бегает собака. Интересно, сколько раз она охотится? Камень мы продавать продолжаем. Why do I have to carry this alone? Wood lice. Ну, стабильно держимся. 1 месяц вперед у нас идет запас еды. Пока стабильно. То есть нельзя сейчас ничего увеличивать. Еще одна семья, они могут просто сожрать все, что есть. Что у нас по соли? 103. Вот соберется соль на складе, перенесем ее сюда. Январь месяц. Говорит, припасов недостаточно. Конечно, их недостаточно. Кладовая заполнилась. Ой, ну у нас как раз есть доски. Мы кладовую-то мы расширим. Количество досок переполнилось. Bring this here, move that there. Раз у нас доски переполняются, мы тогда можем спокойно их продавать. 56 штук есть, давай 20 будем оставлять, а остальное все на вывоз. Это еще прирост по средствам. Gave the old ox a handful of month-old grain. He spat it in my face and tried to carve me a new nipple. Дровосеки говорят, что тоже места не хватает. Но мы с дровосеками можем сделать следующее. Мы можем здесь... Что мы можем интересного сделать? Можем дрова на уголь перегонять. Вот у нас уже двоечка, то есть все-таки получается с гончей чуть больше еды дособирать. Да, есть прирост. Мелкая дичь на приросте, но она есть. Bring this here, move that there. On and on.
февраль. Ну, пока мы стабилизируемся. Пока что просто стабильно, потихонечку развиваемся. В таком темпе надо аккуратно. Можно пережарить дрова. Те собранные. We all know what that means, don't we? Можно, кстати, крышу для мулов поставить. И мула еще одного заказать. Закрепить за лесорубкой. Даже если можно их не закреплять, они пассивно будут их использовать, этих мулов. Он то сюда занесет, то сюда. То на строительство. Можем купить еще одного мула просто и все. Денежка накапливается. Уже 98 монет имеется. Как мы можем торговлю улучшить? Ну, мы ее можем ускорить. Можем вот животных сюда 4 поставить. Для этого нам надо что? Построить, собственно, вот эти вот привязки стойла. У нас тут дорога. Очень удобно. Раз, два. Вот эти вот 2 привязки. Поставим им крышу, и как раз будет на 4 лошади. И лошадей купим для торговли. Начнем с 1 лошади. Ну и когда соберем вот эту 1000 камней, здесь сверху можно будет каменоломню поставить. Хотя можно ее сразу поставить. Это просто будет по-другому. Summer's coming soon. Каменоломня. Ну вот, первую здесь поставим. Вол пришел, вол, вернее, если быть точным, валы. Учет хозяйства. Так, на 2 месяца мы уже напасаемся еды. У нас тут гончая имеется. Соль собрали. Давай соль соберем теперь на склад. Вот эту соль должны все перетащить. Надеюсь, перетащат. Грибы появились. О, давай. На грибы кого-нибудь. Вот тут у нас людей снимем. С этой вот каменоломни. Лагеря сбора камней. Все равно камней не осталось на улице. Теперь у нас только вот эта штука будет камень поставлять. А это можно даже снести.
Ну что, потихонечку развиваемся, да? Потихонечку. Да помаленечку. Еще дрова есть. Oh, this is heavier than it looks. Нам надо хозяйство улучшать. Курятина, яйца. О, козлятина. Вот на козлятину мы будем тратиться. Деньги есть, значит будем их тратить на хозяйство. Потому что нам нужно что? Нам нужно увеличить количество еды в поселении. Сейчас, когда строится, мы и закажем коз. Что, перенесли? Перенесли, да? Да, вот она вся соль. Давай, да выбираем, а дальше соль. Я планирую добыть, перенести на основной склад и убрать эту территорию. Грибы, грибы. Ну, кто-то здесь уже есть. Начинают строить садочек, палисадник. Усадьбочку такую маленькую. Ну, это потом, после соли. Во. Что, пойдет добыча грибов? Должна. Да, пошла грибы добывать. Май месяц, мы уже с грибами. Ну, на 3 месяца у нас уже есть еда. Так, заказываем коз. Oh, this is heavier than it looks. Еще не достроили себе хозяйство. Ну, раз мы на 4 месяца накопили, давай мы немножко увеличим количество семей. Пристройки поделаем. Заодно разгрузится население по недостаче рабочих, вернее, рабочие места есть, у нас недостача людей. Вот раскидаем людей везде, где нужно. И пойдем дальше развиваться. Вот, каменоломня. Perhaps it was simply a bad bet. These things do happen from time to time. Здесь у нас есть необработанный камень и щебень. Ага. Так, а вот собиратели насобирали и теперь несут на склад. Ну, вернее, не они несут, а склад кладовщики. Это тоже неплохо. Что у нас соль? Ну, соль еще соберется. Камни тоже собираются.
У нас, кстати, накапливается количество меха. Это тоже интересно, его можно будет переработать. Ну, будем потихонечку сейчас собирать семьи, когда они соберутся. И что у нас по еде? Feast your eyes on our fine selection. Козлятины еще нет, конечно, еще нет. Молока тоже пока еще нет. Но будет. Обязательно будет. Сейчас мы на грибах и мелкой дичи выживаем. Ну что, начало положено. У нас сейчас доступно еще 3 семьи. Могут приехать к нам на размещение. В данный момент неплохое одобрение имеем. Деньги накапливаются. Еще не начали накапливать никакие средства общие. Но это все в будущем. Ну что, наше поселение развивается. Ставь лайки, пиши комментарии, приходи на следующую серию. Она будет в скором времени. Пока.